Она стояла посреди школьного двора в Риверсайде, промокшая до нитки. Вода стекала по волосам, форма липла к телу, а вокруг раздавался смех. Ученики снимали происходящее на телефоны, не замечая тонкого шрама на ее запястье, следа победы на национальном чемпионате по тэквондо 2 года назад. Они не знали, с кем только что связались. К концу дня смеяться будут уже не они. Новенькую звали Наоми Картер. Она недавно переехала с матерью из Шарлотта из-за работы и оказалась в старшей школе Брукдейл-Хай. Новое место, новые лица, новые правила. Наоми была немногословной, не из-за страха, а из-за привычки наблюдать. Она видела больше, чем показывала. Спортсмены у шкафчиков, шумные компании у зеркал, одиночки с книгами. Все это она отмечала спокойно, без интереса. Шепот появился почти сразу, слишком серьезная, городская, странная. Наоми делала вид, что не слышит. Она помнила слова отца. Сила не обязана быть громкой. Иногда достаточно просто стоять прямо. В классе литературы учительница миссис Харпер приветливо кивнула и посадила ее рядом с Эмили, дружелюбной девчонкой с яркими прядями. Но с задних парт уже раздался насмешливый голос. Это был Брэдли Нокс, капитан школьной футбольной команды. Очередная новенькая. «Посмотрим, сколько продержится», — усмехнулся он. До обеда все шло спокойно. Наоми сидела одна под деревом во дворе, когда за спиной послышался шорох. Брэдли держал садовый шланг. «Надо же, королева одиночества», — сказал он и открыл воду. Холодный поток сбил ее с ног, бутерброд упал в грязь. Смех прокатился по двору. Наоми не закричала. Она просто встала, подняла испорченную еду и молча ушла. Не из слабости, из самоконтроля. Вечером она сидела у себя в комнате в белой форме для тэквондо. Черный пояс лежал рядом. На ноутбуке старое видео, где отец тренирует ее в Сан-Диего. «Не нападай первый», — говорил он. «Но если границу перешли, дай понять, кто ты». На следующий день в школе обсуждали вчерашний инцидент. Она даже не ответила. Слабачка. Но Наоми шла по коридору спокойно, с собранными волосами и уверенной походкой. На уроке физкультуры тренер мистер Коллинз объявил занятие по самообороне. Смех усилился. «Пусть новенькая покажет класс», — крикнул кто-то. Брэдли шагнул вперед. «Я с ней встану. Помогу». Свисток прозвучал. Брэдли рванул к ней, пытаясь схватить за руку. В следующую секунду Наоми развернулась, провернула его руку и чисто уложила на мат. В зале стало тихо. Он попытался подняться и снова оказался на полу. «Где ты этому научилась?» — выдохнул тренер. «Национальная сборная. 6 лет подготовки», — спокойно ответила она. Брэдли покраснел. «Тебе просто повезло», — рявкнул он и снова бросился вперед. Но Наоми легко ушла в сторону, блокировала удар и подсекла его. Гул прошел по залу. Она посмотрела на него сверху вниз и сказала ровно: «Унижать других ради смеха не сила. Настоящий боец уважает того, с кем выходит на бой». Эти слова ранили сильнее любого удара. И с этого дня в Брукдейл-Хай имя Наоми Картер больше не звучало со смехом. Его запомнили.